Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня расскажу про Андерс Эль Греко Карафанте. Андрес Эль Греко Карафантес, персонаж компьютерной игры Mafia 2 Definitive Edition. Андерс Эль Греко Карафантес, врач грек по национальности. Доктор Карафантес занимает нейтральное положение в криминальных войнах. Он негласно указывает медицинскую помощь всем мафиозным семьям Empire Bay. Эль Греко получил диплом врача в Лондоне и поначалу был врачом при греческом посольстве в том же городе. В 1927 году его перевели в офис посольства Греции в США, город Empire Bay. Спустя 3 года Эль Греко уволился из посольства за связь с женой посла, после чего он открыл частную практику. Во время войны с семьей Винчи Моретти через его руки прошло немало гангстеров. Платили они прекрасно, и Эль Греко предложил семьям свои услуги. У него есть дом в Хайбурге, близ особняка Лео Галанте. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Любимым блюдом Эль Греко является сувалаки, как упомянул Джо в миссии «Циркулярка». Это блюдо также должно готовиться в закусочных стола Дайер, но купить его нельзя. Эль Греко не является единственным известным греком в Empire Bay, второй продавец стола Дайер. Можно увидеть молодого Эль Греко в ролике пролога Mafia 2 Definitive Edition, где он осматривает прибывших иммигрантов. Из этого можно предположить, что Эль Греко и Вита встретились, когда последний был еще ребенком, только приехавшего в Empire Bay. Исходя из этого факта, можно также предположить, что Эль Греко первый из персонажей игры, с кем Вита познакомился в Empire Bay. Как ни пытается, игрок не сумеет осмотреть его особняк изнутри. К нему обращаются люди из всех 3 семей города, но он не стоит ни в какой из них. По сути, это первый персонаж, который одинаково работает на все криминальные семьи. Вторым стал ростовщик Бруно Левин. В первой части есть персонаж, очень похож на род деятельности на Эль Греко. В английской и русской версиях игры его и Майка Бруски озвучивал один и тот же актеры. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Андерс Эль Греко Карафантес из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действия, которые видите прямо на ваших экранах. Лайк, колокольчик, подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.